В одном популярном ресторане города работал молодой официант по имени Джейк. Он был горд своей работой, но порой позволял себе недооценивать тех, кого считал не таким клиентом. Он был уверен, что людям стоит уделять внимание, только если они соответствуют его представлению о статусе или внешности. Однажды в ресторан зашла женщина в возрасте. Она была чернокожей, одета скромно, но сдержанно элегантно, с легкой улыбкой на лице. Джейк заметил ее, но сразу не придал особого значения. В его голове мелькнула мысль, что она вряд ли оставит хорошие чаевые. Он был уверен, что такие клиенты не имеют особого значения. «Здравствуйте», — сказала женщина, подойдя к стойке. «Добрый день. Куда будете садиться?» — спросил Джейк, едва подняв взгляд от планшета с заказами. «Столик у окна, если возможно», — попросила она. Джейк взглянул на столики и сразу указал на столик в углу, подальше от окна, где было темно. Это было удобно для него, но он не задумался, что женщине это может не подойти. «Вот, пожалуйста. Этот вполне подходит», — сказал он, не проявив особого интереса. Женщина сдержанно поблагодарила и села. Через несколько минут Джейк принес меню, не предлагая никаких рекомендаций и быстро записав ее заказ — суп и салат. Он даже не спросил, есть ли у нее предпочтения или желания. Когда она поела и встала, чтобы расплатиться, Джейк вновь не удосужился к ней подойти, а лишь сказал: «Все в порядке?» «Да, спасибо. Я бы хотела поговорить с вашим директором», — спокойно ответила она. Джейк пожал плечами и указал на кабинет, не придавая особого значения ее просьбе. Он думал, что это просто случайная встреча. Через несколько минут в ресторан вошел высокий мужчина в строгом костюме. Его уверенная походка и деловой вид привлекли внимание. Он подошел к женщине, обнял ее и сказал: «Мам, рад тебя видеть». «Мам?» — ошарашенно произнес Джейк. Мужчина обернулся и, взглянув на официанта, с явным недовольством произнес: «Ты не знал, кто это, да? Это моя мать, и ты отказался ее обслужить». Джейк замер, осознавая, что он только что подверг сомнению свою карьеру. Он стоял, не зная, что сказать. Директор продолжал: «Ты, Джейк, не подумал, кто перед тобой, а мог бы хотя бы заметить, что человек — это не просто его внешность. В нашем ресторане мы ценим каждого гостя. Ты потерял эту возможность из-за стереотипов». «Но я не знал», — начал оправдываться Джейк. «Именно в этом и проблема. Ты даже не пытался узнать», — перебил его директор. «Знаешь, в нашем бизнесе важно уважать каждого. Твоя задача — быть профессионалом, а не судить людей по внешности. Ты уволен». Джейк почувствовал, как его грудь сжалась от стыда. Он не знал, что ответить. В голове все смешалось, его карьера рушилась, и вместе с этим обрушился его взгляд на мир. Когда Джейк покидал ресторан, он понимал, что этот момент останется с ним надолго. Он начал осознавать, как легко можно поддаться стереотипам, не задумываясь о том, как это влияет на других людей. И он точно знал, что больше никогда не станет так оценивать людей по их внешности. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам понравилась история и вы хотите увидеть больше таких рассказов, не забудьте подписаться на канал. Поделитесь своими мыслями в комментариях и ставьте лайк, если эта история оставила след в вашем сердце.